Печем сегодня пористые заварные блинчики на кефире. Простой и, на мой взгляд, самый удачный рецепт. Люблю его сама и не могу не поделиться с вами. Всем привет! Я Света и вы на канале Home Food. Подпишитесь, если вы еще не со мной, и давайте готовить. Достаем продукты из холодильника. Яйца и кефир должны немного нагреться. Оставляем их постоять примерно на час при комнатной температуре. В чашу с кефиром в количестве 500 мл всыпаем 2 столовые ложки сахара. Я заменяю сахарный песок на стевию. Добавляем 2 яйца и пол чайной ложки соли. Венчиком перемешиваем. Еще всыпаем пол чайной ложечки соды. Гасить ее предварительно не нужно. Кисломолочный продукт – хороший реагент для нее, такой же, как лимонная кислота. Следом добавляем 320 грамм муки. Просеивать ее не обязательно. Венчиком замешиваем густое, как на оладьи, тесто без комочков. Все прекрасно перемешивается. Миксер использовать не обязательно. Вот такое оно гладкое и однородное получается. После чего вливаем 2 или 3 столовые ложки растительного масла без запаха. И уже в самом конце вливаем стакан крутого кипятка. Тем самым завариваем блинное тесто. Продолжаем интенсивно перемешивать. И наше блинное тесто на кефире готово. Делим тесто пополам и в одну часть просеиваем 2 чайные ложечки какао-порошка. Но это по желанию. Мне захотелось просто разнообразить рецепт и порадовать деток. Получилось 2 вида теста для блинов. Нагретую сковороду единожды смазываем капелькой растительного масла. И начинаем выпекать вкусненькие блинчики. Все очень просто. Обжариваем до красивого румянца с 2 сторон на среднем огне. Я всегда выпекаю на тройке из максимальных 6. Красивые, ажурные и очень аппетитные они получаются. А если есть 2 сковороды, то можно в 2 раза ускорить процесс приготовления. Шоколадные блины получаются не менее смачными и соблазнительными. Подавать эту красоту можно со сметаной, шоколадной пастой, сгущенным молоком, вареньем или взбитыми сливками.
это что-то, уже потекли слюнки. Приятного всем аппетита! Понравилось видео? Подпишись, прокомментируй и поделись роликом с другом. А еще спасибо за палец вверх. Заходи в гости на мой ТикТок и Инстаграм. Ссылки снизу в инфобоксе. Всем желаю удачи в приготовлении и прощаюсь совсем ненадолго. До новых рецептов. Пока-пока!